Добрый день. Тема этого видео – мужские страхи в сексе. Чего же боятся мужчины во время фрикции, во время самого секса? Вот самые распространенные страхи сейчас давайте с вами разберем. Наверное, первый основной самый страх – это преждевременная эякуляция, преждевременное семяизвержение. Когда мужчина может кончить до самих фрикций, до введения полового члена во влагалище. Либо половой акт у него продлится 10 секунд, 15, 20, 30. Ну, когда очень-очень будет короткий половой акт. И когда мужчина рассчитывал на секс, рассчитывал на продолжительный секс, а у него его половой член сделал так, либо те настройки, которые у него были в голове, произошли так, и ситуация, то, что он кончил, и самого полового акта по факту уже не происходит. Это один из самых основных мужских страхов в сексе. Второй, самый большой такой страх, это стосн. Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. С этим синдромом я работаю с клиентами, у меня есть авторская методика. Если вам нужна помощь по стосну, то обращайтесь. Ссылки я оставлю в этом видео. В комментариях, либо в описании к этому видео мой сайт, там можно узнать, кто я, что я и так далее. Что такое стосн? И чего боятся мужчины? То, что эрекция будет очень-очень слабая, либо ее не будет вообще. То есть были предварительные ласки, были поцелуи. И как только начинают сами фрикции, а у мужика нет эрекции. Либо она есть, но она очень-очень слабая, которая недостаточная для фрикции. И мужчина начинает себя сразу же гнобить, думать, то, что он какой-то не такой, неудачник, то, что что-то у него в жизни пошло не так. У мужика сразу начинается паника, тревога. Как же так? У нас было свидание, я добивался девушки. Мы вот сейчас начнем заниматься любовью, главное во время предварительных ласок. Эрекция была, эрекция хорошая, а как только дело дошло до фрикции, эрекции нету. И он думает, а что же обо мне подумает девушка, мы, наверное, сейчас расстанемся, а я ее люблю и так далее. Это вот второй такой самый основной страх мужчины в постели, в сексе, это стосн. Третий мужской такой страх, это показать свою слабость. Вообще у мужчин один из самых основных страхов мужской психологии – это показать свою уязвимость. То, что многие мужчины позиционируют себя сильные, смелые, уверенные, такие прям мужики. А вот проявить свою слабость и показать то, что, возможно, где-то я хочу, либо я являюсь слабым, вот для них это очень-очень тяжело. Потому что значит слабость для мужика? Показать слабость – это проявить свои чувства, проявить свои эмоции. А многие мужчины позиционируют себя и думают, то, что есть такая модель поведения. Если ты мужик, ты должен быть смелым, сильным, ты должен быть как каменная стена, никогда не плакать, никогда не проявлять эмоции. Вот прям как какой-то камень, прям какой-то сухарь, я бы так сказал. Так как я работаю 90% своими сессиями, в своих сессиях с мужчинами, то я прекрасно вижу, как им тяжело проявлять чувства, эмоции, как им тяжело говорить о своих трудностях, о своих проблемах, о своих слабостях. И вот у мужиков проявление слабости в большинстве случаев означает то, что все, крест на себе, сразу же самогнобление, самооценка падает, то, что я какой-то не такой, что со мной делать, там депрессия. И на самом деле очень много последствий этому, то, что мужчины элементарно даже не могут поплакать. Всем нам иногда нужно это делать, потому что жизненные ситуации бывают различные. И проявлять чувства и эмоции, и тем более во время секса, это нормально, это окей. Дальше. Многие мужчины перед сексом и во время секса переживают то, что у них будет очень-очень маленький половой акт, который будет длиться 15 секунд, 20 секунд, 30 секунд, может минута, 2 или 3. Многие насмотрелись порнофильмов, где половой акт длится 30 минут, час, 2 часа и так далее. И они все переживают. То, что, ну как, если у меня там, не дай бог, через 30 секунд будет семяизвержение, или не дай бог, там через 2 минуты будет семяизвержение. Я же так готовился к этому половому акту. Я же так много ухаживал за этой девушкой, проявлял ей внимание. У нас был романтический ужин. Что же она обо мне подумает? Подумает то, что я все, какой-то неудачник, то, что я не мужик и так далее. Вот этот большой-большой страх мужчин, то, что будет очень короткий половой акт. Дальше. Многие мужчины, особенно при первом
половом акте с девушкой при первом знакомстве, когда уже дело дошло до фрикции, переживает то, что у них короткий член. Опять же, они насмотрелись порнофильмов, начитались различных статей, где, в порнофильмах там размеры полового члена вот такие, вот там метровые и так далее. В статьях тоже пишут то, что размер полового члена 20, 30, 40 сантиметров. А когда у мужика 11 сантиметров, 12, 14, 16 сантиметров, они думают, все, я неудачник. Куда же мне с таким-то половым членом? Все же видели в порнухе, какой должен быть половой член. А мои 14 либо 15 сантиметров, это все, я же не смогу доставить удовольствие для девушки. Девушка, наверное, вообще кое-как согласилась со мной заниматься сексом, наверное, из жалости. А потом я ее еще не удовлетворю, а потом она еще всем расскажет. Да я не смогу ей сделать оргазм, доставить ей удовольствие. В общем, большое количество мужиков, мне кажется, 95%, тем более в юношеском таком возрасте, очень сильно комплексуют и переживают и боятся из-за размеров своего полового члена. Дальше. То, что еще такой мужской страх во время секса, то, что не будет семяизвержения вообще. То есть половой акт будет длиться 2 минуты, 3, 5, 10, 15, 30, а семяизвержения не будет. Особенно если мужик перед сексом принял для храбрости алкоголь, и тогда теряется чувствительность, и тогда вообще невозможно семяизвержение. Естественно, оно возможно в некоторых случаях, все индивидуально, но алкоголь очень сильно притупляет чувствительность и само по себе семяизвержение. И мужчина сразу же думает, а что же подумает обо мне женщина? Как так? Мы с ней фрикциями занимаемся там 15 минут, 20 минут, а я не могу кончить, а у меня нету семяизвержения, я опять, наверное, какой-то не такой, я опять, наверное, какой-то неудачник и так далее. Это вот большой-большой страх у мужчин. И, наверное, самый последний страх мужчин в постели, мужчин в сексе, это то, что женщина будет имитировать оргазм. То, что оргазм будет не настоящий, а будет имитация. Опять же, многие мужики насмотрелись видеороликов, начитались статей, наслушались в социуме различных историй, когда девушки по определенным причинам делают симуляцию, имитацию оргазма. Опять же, по определенным причинам каждый случай рассматривается индивидуально. И мужик во время секса, и как только дело доходит до оргазма, и он видит то, что девушка, либо он чувствует то, что девушка получает оргазм, и он начинает про себя уже думать, это по-настоящему или нет, она меня жалеет или нет, это настоящий оргазм, или это фейк какой-то. И у мужика сразу же тревога, паника, сомнение, что же это? То есть это для мужиков большой-большой страх, большой-большой такой стресс. Естественно, нужно доверительные, нормальные отношения, чтобы женщина проявляла свои чувства и эмоции по-настоящему и говорила в любом случае, получила или не получила, и был он настоящий или нет. То есть все было, чтобы открыто, чтобы было именно доверие во время секса. В этом видео я попытался перечислить все основные мужские страхи в постели, в сексе. Если я что-то пропустил, либо у вас есть какие-то свои личные страхи, то напишите, пожалуйста, их в комментариях. С вами был Сергей Витиченко, сексолог, психолог. Всего доброго, до свидания.